Всем привет! С вами как всегда Катя, и в сегодняшнем видео я хочу показать, как очень просто сделать красивого снеговика. Еще также хочу вам напомнить, что всегда в описании под видео оставляю ссылку на мой инстаграм, в случае если вы захотите поделиться фото своей работы, сделанным по моему мастер-классу. Видео получилось информативным, так что затягивать его совсем не хочется. Давайте сразу приступать. Для основы мне понадобится довольно большой клубок. Но белой пряжи у меня совсем немного, на клубок нужного размера точно не хватит. Поэтому внутри него будет шарик из газет. Каждый слой плотно обматываю, для того, чтобы газета не распрямлялась и шарик хорошо держал форму. Сверху еще можно зафиксировать газету фольгой. Ну а дальше все просто. Обматываю шар нитками, периодически фиксируя их клеем, чтобы клубок не распускался. Голову можно сделать из клубочка поменьше, но я захотела, чтобы лицо снеговика было гладким, и на нем не было фактуры ниток. Поэтому сошью ее из хлопковой ткани. Выкройка будет в описании. И это единственный раз, где мне понадобилась иголка с ниткой. Весь остальной снеговик сделан только при помощи термоклея. Отрезаю лишнюю ткань и выворачиваю на лицевую сторону. Не очень плотно набиваю синтепоном и креплю с помощью зубочистки голову к туловищу. Приклеиваю шапку из кусочка флиса. А для шарфика отрезала кусочек от старого свитера и подворачиваю его края вовнутрь. Пока что не приклеиваю, а просто закалываю булавкой. Шапку украшаю меховой оборочкой. И можно приступать к личику снеговика. Слепила морковку из воздушного пластилина. Полностью ее высушила и только после этого приклеиваю на термоклей. Глазки и рот рисую акриловыми красками. Можно взять бусинки, пайетки или приклеить готовые кукольные глазки. А пока краска сохнет, перейдем к ножкам. Скрепляю между собой по 2 бамбуковые шпажки. Вместо них можно взять карандаши или, например, палочки для суши. В одном из прошлых видео, в котором я делала гнома на ножках, для обуви использовала пустые капсулы от киндеров. Сегодня я решила показать вам другой, не менее простой способ. Из картона нужно вырезать 2 одинаковые детали в зеркальном отражении и приклеить на эту подошву кусочки картонной втулки от фольги. А затем сделать бортик из тонкого картона. Можно клеить форму изнутри скотчем, но мой картон глянцевый с одной стороны, поэтому он не раскиснет от гипса.
Я замешала густой раствор гипсовой шпаклевки. Так он быстрее высохнет и в нем удобнее зафиксировать палочки. Картон убирать не буду, мне он совершенно не помешает. Только сделала насечки по верхнему краю, для того, чтобы можно было его загнуть. Придавливаю кусочком ткани, для того, чтобы он не топорщился. Хочу придать ботиночкам дополнительного объема, для того, чтобы они были больше похожи на валенки. Для этого можно обернуть их синтепоном или ватой. Весь снеговик будет одет в однотонную одежду, поэтому в качестве акцента для обуви я взяла ткань в клетку. Загибаю ткань вниз и приклеиваю подошву из тонкого картона. Штанишки тоже можно оформить разным способом. Можно сначала сшить штанины и одеть их, пока ножки еще не приклеены к туловищу. Но такой вариант я уже показывала в видео с гномом, поэтому, чтобы не повторяться, сегодня покажу другой способ. Наращиваю объем синтепоном и уже к нему приклеиваю ткань. Если будете использовать фетр, то лучше выбирайте мягкий, а не жесткий, для того, чтобы он не оставлял заломов. Задний шов можно зашить, но сегодняшнее видео для тех, кто шить не любит, поэтому буду и клеить. Снеговику же буду формировать штанишки прямо на нем. Приклеиваю ткань на нижнюю часть клубка. Можно сделать талию и повыше, но тогда снеговик не будет выглядеть таким пузатеньким. Наполняю получившийся кармашек синтепоном и стягиваю нижнюю часть. Ниткой это было бы даже удобнее сделать, но я же обещала, что не буду шить ничего кроме головы. Прорезаю отверстие для ножек и одну из них приклеиваю, немного протыкая клубок. Она будет зафиксирована, а вторую приклеиваю к синтепону, которым набиты штаны. Таким образом можно будет менять положение ног, и снеговик будет оставаться устойчивым. Небольшое отступление. Если вы хотите, чтобы ножки стояли ровно, то сначала зафиксируйте их, а уже потом склеивайте с верхней части туловища, так как я делала в видео с гномом. Его вы сможете посмотреть по ссылке в описании. Склеиваю детали для рук и выворачиваю. Если наносить не очень много клея, то шов получится довольно аккуратным. Варежки делаю из капроновых колгот, просто оборачиваю ими небольшой кусочек синтепона. Большой палец сделаю отдельно из совсем маленького шарика. Я подобрала капрон, который подходит мне по цвету. Но если вы такого не найдете, то можно будет покрасить акриловой краской уже готовые варежки. Наполняю руки синтепоном только наполовину, чтобы они сильно не топорщились и прилегали к туловищу. Приклеиваю манжеты из того же меха, что и на шапке.
склеиваю мешок для подарков и выворачиваю. Наверное, следовало сделать его намного больше, чтобы он выглядел более полным и тяжелым. Ведь именно из-за его тяжести снеговик заваливается на один бок, так как будто ему очень тяжело его нести. Приклеиваю ручки и шарфик так, чтобы под ним прятались все места склейки. А в руку вклеиваю мешок. А на шапку приклеиваю меховой помпон. Из плоского шнура делаю поясочек. Место склейки можно сделать впереди посередине и потом закрыть его пряжкой. Продеваю нитки в пуговки, так они будут выглядеть пришитыми, а не приклеенными. Шарфик украшаю бахромой. Можно было бы ее пригладить, но мне понравилось, что она торчит в разные стороны, как будто развивается от ветра. Можно еще чем-нибудь украсить шапочку. Например, вышивкой, ягодками или бусинками. Я же решила только расставить маленькие горошинки с серебристой акриловой краской. Ну а на сегодня у меня все. Как всегда, жду ваших комментариев. Встретимся с вами в следующем видео и продолжим подготовку к Новому году.